Всем привет! Меня зовут Александр Елтышев, я художник и ведущий мастер-классы по рисованию. В этом уроке я бы хотел вместе с вами продолжить рисовать летнее настроение, зарядиться эмоциями, зарядиться яркостью красок, чтобы в зимнее время мы с легкостью вспоминали о тех солнечных деньках. Да, и в этом уроке мы будем рисовать дыньку. Смотрите, в первую очередь нам нужно сделать набросок, как всегда я говорю. Мы нарисуем такой вот кружочек, такую вот большую дыньку-колхозницу, и нарисуем такую вот дольку. В этот раз будем рисовать немного долек. Раз. И теперь нужно сделать чуть-чуть толщинку, чтобы у нас долька немножечко завернулась. И, соответственно, добавить в обратную сторону чтобы глаз наш видел светлую сторону здесь, точнее светлую сторону здесь и боковые стороны. И давайте на фоне этого всего нарисуем еще такую открытую дыньку, половиночку. И внутри там много-много-много-много-много косточек, много-много овальчиков. Ну и для оживления работы небольшой хвостик. Фон мы сделаем с вами такой синенький, темненький. И даже поработаем мастихином. А сама дынька у нас будет практически белая, легкая, чтобы она передавала вкусноту свою, аромат. Ну, будем стремиться именно к этому. Ну, давайте возьмем синюю красочку, в моем случае это ультрамаринчик, и пройдем так вот насыщенно, ярко по фону, не боясь, густо. И главное, сильно не размазывайте, а двигайтесь по фону. Такой яркий. Вот будем использовать контрастные цвета. И, конечно же, нужно будет пройти сразу боковые стороны нашего холста. Кстати, холстик я использую также 30 на 30. Вы можете использовать картоночку, можете использовать акварельный плотный лист бумаги и рисовать гуашью, акрилом или маслом. Эта техника подойдет для всех практически видов красок. Вот я прошел аккуратненько фон. Ну как аккуратненько? Одновременно аккуратненько и с такими интересными мазочками, большой широкой кисточкой, прям не боясь. И по кругу я закомпоновал наше пятнышко. И так вот остатки краски я таким способом. Кстати, в акриле не забывайте чистить кисточки, потому что если вы вовремя их не сполоснете, не помоете, красочка может засохнуть, и кисточка будет такая дубовая. Дальше мы с вами должны наметить серединку, темненькую серединочку. Она у нас будет такого оранжеватого оттенка. Пробежим. Некоторые косточки вот оставим. Нет, давайте все пробежим, чтобы не отвлекаться. Создадим с вами место, где мы будем все потом редактировать, то есть нашу подмалевочку. Мазочками, не стесняясь, добавляем оттенков. Это серединочка. Можно даже чуть-чуть коричневенькой туда вплавить. Вот так. Сюда вплавили. Чуть-чуть здесь подчеркнули. И
тоненькую корочку. Корочка давайте будет у нас оранжевая. Такая колхозная дынька. По контуру аккуратненько с фоном пробежим. Ну и боковую сторону не забудем. А вот с левой стороны у нас тут будет тень, можно чуть побольше захватить. И, конечно же, замешать побольше оранжевого оттенка. И пройти сразу такими густыми, насыщенными мазочками по нашей дыньке здесь. То есть это корочка. И аккуратненько пройтись вот так вот по рисунку. Это теневые стороны корочки. Но чтобы получить нам теневую сторону мякоти, нам нужно взять беленькую, взять желтенькую, размешать и пройти. Ой, это вот опасно, но ничего страшного. Как красочка у меня подсохнет, я тут пробегу. В общем, ну, кстати, даже неплохо смотрится с синеньким. И остальные пятнышки мы с вами пройдем насыщенно густо. Прям вот берем белый, сюда добавляем с палитры или сразу с тюбика. Так, вот в этот синий я не пойду. Чуть-чуть желтого рядышком вот так вот вплавим. И густо, так вот поперек, начнем ставить мазочки. Вот так вот объединяя цвета. Корочки аккуратненько подходим и подчеркиваем. Так. О. Практически готово. Все, дальше немножечко деталей и каких-то цветовых пятнышек. В большой дыньке то же самое. И все мазочки у нас идут вот так вот поперек. Но где-то, конечно, можно использовать и по направлению. Ой. Не жалеем красочки, наносим густо, насыщенно сразу, прям сразу, чтобы эффект у нас не потерялся. Вот так. Чуть-чуть какие-то остаточки растереть, сделать мягкий переход от одного цвета в другой. Так, и теперь нужно дождаться, когда подсохнет у нас красочка. Рисовать это у меня практически подсохло. И теперь я беру маленький мастихинчик и начинаю добавлять вот таких движений. Как мы работали кисточкой, точно так же работаем и мастихином. Добавляем сочности, яркости в дольку дыньки. Подчеркиваем. Мастихином также на краешек набираем красочку. Вот мы отсекаем и кончиком добавляем. Смотрите, у меня мастихин прям идеальной формы, что я могу так вот сразу пройти по углу. Здесь мы вытащим вперед, то есть сделаем поярче, погуще. Мастихин — это очень такая интересная тематика, очень интересная техника. Можно смешивать такие красивые оттенки, и у нас всегда получится классно.
Так, парочку таких нюансов нужно добавить в большую дольку, в половинку, и на границе корочки и самой мякоти. Кстати, и за долькой тоже можно пройти, добавить оттенков. Мы с вами еще сделаем специально неровный контур, чтобы придать больше живости. Вот так случилось, что почему-то мне вот нравится всякая неровная фактура, структура. Вот сейчас я взял оранжевый цвет и в теневую сторону начал добавлять насыщенность. По движению нашей корочки. Вот этих тракторов то нету, то их просто целая тьма. Прошу прощения за шум. Так. Пятнышко давайте добавим в серединку. И теперь в серединке самой нам нужно нарисовать вот таких вот косточек. Ставим таких поперек мазочков. Движений. Так. Где-то чуть-чуть под наклоном. И широкой частью, получается, мы больше захватываем. Так. Какие-то кончики будут дальше торчать. И какие-то будут утемняться. То есть это те, которые будут вот в глубине. У них есть еще такая вот штучка, веревочка. Почему они там цепляются? Так. Помните то, что мы специально будем делать неровный такой контур. То есть неровный кружок. Иногда протирайте мастихинчик. Чтобы у нас цвета, скажем, не спорили между собой здесь, я добавил чуть-чуть побольше желтенького. Так. Здесь вот подсветил тоже. Зелененький. Есть все-таки чуть-чуть зелененького оттенка в корочке. Мы должны взять желтенький, взять синенький капельку, смешать между собой, добавить беленького. И получить такой бледно-бледно-салатовый такой оттеночек. И на границе корочки и самой мякоти пройтись вот этим вот зелененьким. Можно двигаться от корочки к мякоти одним движением, мазочком. Конечно, нужно только побольше замешать, потому что мастихин любит тоже красочку и любит насыщенность. Но если вы вдруг замешали другой цвет и он получился другого оттенка, не страшно. Не страшно. Так. И тут поверху тоже пройдем.
тут маленькая такая деталька, которая идет при соприкосновении с другой формой. Вот тут маленький треугольничек. И так мы сразу отделим наши дольки. И каких-нибудь таких вот царапок добавить в корочку. Тут. Вот. Можно углубиться в детальки и вот там еще чуть-чуть порисовать. Таких вот движений вскользь. Их же там много косточек. И так вот мастихином получается красивая фактурка. И вот он, наш неровный контур. Чуть-чуть коричневого, чуть-чуть желтого и оранжевого. И пройдем по самой корочке. Посмешиваем. Тут создадим границу между фруктами и фоном. Вот так вот, слегка. Не перестараться. Где-то поярче красным. Если вдруг есть что-то лишнее, взяли, соскоблили лишнее одним движением. И вот я еще хотел бы пройти тенюшечку вот здесь вот. Чуть-чуть ее, может быть, под фиолетовым каким-то оттеночком. Нет, давайте я вот розовеньким сейчас пройду. Так вот. Чуть-чуть, слегка. Главное не переборщить. Потому что в тени как раз он будет цвет такой легкий синевато-фиолетовый в тени. Вот. Так, и вот тут вот по корочке все равно надо добавить насыщенности. Давайте мы с вами хвостик нарисуем тут в правую часть. И как и с арбузом, мы поработаем маленькими движениями мастихином. Коричневый, синий, черный. В общем, остатки красок мы плавим в фон. Где-то подчеркнем между косточками, такими царапками. Получается, на кончик набираете красочку и проводите. Главное не забывать почаще набирать, просто краска может кончиться. И вот эти вот темные штучки, они тоже оживляют нам картину. Вот весь секрет именно вот в этих контрастах темных. Здесь вот я коричневым так пройду. Чуть-чуть уменьшу саму корочку, делаю потоньше. Но синий при этом у меня остается, просвечивает. Подчеркиваю контуры. А где-то, кверху наоборот, все у меня такое рыхлое, неровно, нечетко. Вот только долька.
Дальше у нас просто идет там перелив цвета и оттенок в другом оттенке разными движениями. Плавляем оттенок. Где-то даже границу мы специально так задеваем, чтобы они у нас размазались. Тут чуть-чуть. Можно даже чуть красненького туда, чтобы у нас была связь с нашим арбузиком. Взять, допустим, вообще сделать по диагонали вот такие вот движения. Красивое сочетание. И видите, я добавляю красненького между черненькими пятнышками. То есть я практически не перемазываю другой цвет. Так, чуть-чуть сюда. Можно даже желтеньких каких-нибудь. Ага. Так, желтенький я убрал. Не нужно. Не нужно. Так, и как обычно, что делать с остатками красочек? Жалко их. Жалко. Но иногда стоит не жалеть, а остановиться. То есть остановиться в том плане, не добавлять фон, не добавлять, в общем, не смешивать с остальными. Просто можно чуть-чуть подпортить. Так. Границу корочки с фоном я чуть-чуть приглушил, то есть сделал потемнее. По направлению корочки кончиком мастихина. И добавил еще вот здесь вот мягкое вплавление оттеночка. Ну, собственно, все. Всего лишь в несколько простых шагов и одним волшебным инструментом под названием мастихин мы с вами создали такую классную картинку. Главное, не забудьте поставить автограф в правом или левом нижнем углу. Также не забывайте подписываться, ставить лайки, советовать друзьям и писать комментарии, присылать свои работы. Может быть, вам нужна помощь, чтобы... В общем, присылайте. Мне всегда приятно, и я с радостью, с удовольствием отвечу вам и посоветую, что вам нужно будет сделать. С вами рисовал Александр. Всем пока-пока.